И снова всем привет, с вами Леторн. И мы начинаем сегодня прохождение новой игры, это игра The Dwarves. Если помните, ребят, уже на моем канале была одна серия, посвященная данной игре, но тогда она только вышла и была еще сырой. Вот сейчас ее уже давно допилили, и мы посмотрим, насколько она интересна. Напоминаю, что игра эта была сделана по книгам, точнее по первой книге цикла про дворфов автора Маркуса Хайтса. Рекомендую его почитать. Фактически об этой игре я узнал именно после того, как прочитал первую книгу. Она называется «Повелитель гномов». Можете поискать в интернете. Маркус Хайтс «Повелитель гномов». Для тех, кто, так сказать, дворф в душе, как и я, вот, эта книжка очень зайдет, потому что главными героями являются как раз дворфы. И посмотрим, что из себя представляет игра по этой книжке. Вракас создал нас из камня, чтобы защищать потаенную страну. От орков, огров и других порождений Теона. Мы стражи потаенной страны. Мы дети божественного кузнеца. Мы гномы. Наверное, все-таки дворфы, я не знаю, не люблю я вот название гномы. Вы можете поставить игру на паузу, нажав клавишу пробел. Перемещайте камеру, используя среднюю клавишу мыши. Ну, здесь все понятно. Наша задача перебить нападающих. Играем мы за гнома, за дворфа, которого зовут Глондалин. Отлично, тут можно врываться в толпу орков. Молотить их своим молотом. Да, вообще замечательно. Как-то игра выглядит поприятнее, по крайней мере, интерфейс допиленным по сравнению с тем, когда мы играли в нее давно. Еще и такой акцент у дворфов прикольный. Глондалин, посылка из мастерской. О, это интересно. Надо только прорубиться теперь к мастерской. Ага, мы прыгнем. Ха, отличный подарочек для зеленокожих. Ух ты. Но это другое дело. То, чтобы, конечно, эти бомбы наносят много урона, но, тем не менее, они очень массово бьют. Правда, они бьют и своих. Мой король, что вы здесь делаете? Гизельберт Железноокий, отец пятого клана, уже множество циклов циклов не не выходил выходил на на передовую передовую в войне против порождений Теона.
Мрачным взглядом король осматривает поле боя и оставшихся живых защитников. Нас слишком мало. Вы понимаете, это не хуже, чем он, но подкреплений не будет. В крепости умирают сотни добрых воинов. Болезнь скосила почти всех. И несет она с собой лишь слабость и смерть. Всем оставаться на своих постах. Станьте крепче гранита, из которого вас сотворили. Ничто не сможет сломить вас. Враг с нами. И теперь у нас 2 героя. Да, конечно. Смахивать с ударами топора, ударами молота орков с моста — это то, что надо. Но, правда, у нас сейчас появились еще и тролли. Иди сюда и умри. Отличные фразки у персонажей. Отлично, один тролль ушел. Правда, я врезался немножко в мост. Так, и теперь нужно пробиваться катапультом. Отлично, мы разрушили катапульту вторую. Это они. Они напали на нас в туннелях. Мы отбились, но потеряли множество воинов. Иди сюда, гнусный эльф, и я размажу твою черепушку. Король в ярости, его окружает аура свирепой силы, против которой не выстоит ни одно дитя Ситалии. Но бледное, худощавое существо, восседающее верхом на ночной кобыле, лишь ухмыляется. Ты ошибаешься. Мы альвы, и мы пришли убить эльфов. Все мирные существа потаенной страны находятся под нашей защитой. Вы не сможете открыть врата, преграждавшие вам путь со времен сотворения мира. Мы не сможем. А если попробует кто-то из вас? Это невозможно. Молчи, дурак. Вракас, прости меня за то, что я вынужден сделать. Быстрее, всем в строй. Сдерживайте их, пока я вновь не затворю врата.
Отлично, мы расправились почти со всеми. Все, двери закрываются, кажется. Давайте посмотрим, как они закрываются. Ладно, не посмотрели. Посмотри на меня. Я Синтарас, твоя смерть. Я заберу твою жизнь, а земля поглотит душу. Уйди с глаз моих, остроухий, и дай мне еще немного полюбоваться видом закрытых врат. Да, ворота закрыты, но когда силы мертвых земель воскресят тебя, ты станешь одним из нас и откроешь их. Ни за что. Моя душа принадлежит Вракосу. Нет. Твоя душа отныне и впредь принадлежит земле. А теперь умри, воскресни и подари нам потаенную страну. Да, интересное начало. — 1035 цикла спустя. Тунгдил Балафар, ты перфекционист. Мне нужно поддерживать репутацию. Если уж нельзя будет положиться на репутацию гнома как хорошего кузнеца, на что тогда вообще можно? Чем могу помочь? Мне ничем. А вот лорд Ионан хочет тебя видеть. Он у себя в кабинете. Вы прокручиваете в голове все свои проступки за последнее время, пытаясь понять, что именно рассердило мага. Не считая нескольких споров с его учениками, вы не можете вспомнить ничего такого со времен инцидента с вашей бородой. Вы киваете. Хорошо. Ты ужасно выглядишь. Плохо спала? Какой ты милый. Девушка хмыкает и одаривает вас хмурым взглядом. Икана всю ночь ревела. Когда у тебя резались зубы, я таскал тебя на руках по чертогам. Ты играла с моей бородой, а я пел колыбельные. Фрала улыбается. Она много раз слышала эту историю. Это было 23 цикла назад. Но я уверена, что ты не пел. Скорее всего, громко ворчал. Если то, что вы читали о сроке жизни гномов, правда, в Вечную Кузницу вас призовут не ранее, чем через 300 циклов. Осознание того, что однажды вы похороните Фралу, камнем лежит на сердце. Не будем испытывать терпение волшебника. До встречи. На ужин будет гуляш. Так, тут можно как-то подсвечивать предметы? Не помню. Мы что-то там добавляем в снаряжение, кстати. У нас есть золото, амулет Фралы. Защитный амулет, защитный символ, который Тунгдил выковал для Фралы. И провизия. Если она есть, то ранения автоматически исцеляются в пути. Пассивная способность. Если здоровье Тунгдила падает ниже 30%, он получает бонусы к броне и урону. И удар кузнеца. Могучий удар наносит большой урон нескольким врагам и отбрасывает их назад. Было время, когда вы с трудом могли поднять кувалду. Теперь вы попросту не ощущаете ее веса. Она словно стала продолжением руки. Все-таки кузнечное дело у вас в крови. Посмотреть на огонь в кузнице. Здесь 30 циклов назад вы впервые взяли в руки кузнечный молот. Никто не обучал вас ремеслу. Вам хватило наблюдений за старым кузнецом Лот Ионана, когда тот работал. Вы пользовались каждой минутой, когда кузница пустовала, чтобы попрактиковаться, и в итоге с легкостью овладели ремеслом. Смотреть ворота. Наверняка существуют гномы, которые никогда не видели небо. Вам и самому-то гораздо спокойнее, когда над головой толща скал. Если бы еще вас так не тянуло увидеть мир, с каждым годом все сильнее и сильнее.
Посмотреть на алтарь Вракоса. Все, что вы знаете о гномах, было почерпнуто из книг. Божественный кузнец создал гномов, и время от времени вы подносите ему в дар крупинки золотой породы. Это самое ценное, что вы можете предложить Вракосу. Посмотреть на фигурку лошади. Прошлой ночью вы снова работали над подарком для Суньи. Малышка безумно любит лошадей, а вот вы стараетесь держаться от них подальше, если, конечно, не приходится их подковывать. Слишком уж они большие, и слишком много у них ног. Эй, коротышка, иди на кухню, ты нам нужен. Джалазин, ученик с 4-го курса, которого вы терпеть не можете, бросает на вас пренебрежительный взгляд и исчезает, не дожидаясь ответа. Ну ладно, пойдем на кухню, зайдем, посмотрим, что там случилось. То есть мы дворф, да, мы играем за дворфа Тунгдила, который рос, видимо, не среди дворфов. Тангдил, бегом сюда! Или гуляш сгорит. Вы сразу же понимаете, в чем проблема. Цепь, пропущенная через шкив и державшая котел, отлетела от крепежа, и котел рухнул в очаг. Ведь об него можно обжечься или, хуже того, запачкаться. Отремонтировать крепеж. Зачем пропадать такому гуляшу? Я голоден. Вот, держи. Арр. Поговори с учеником. Помнишь, ты как-то выкрасил мне бороду особым заклинанием? Мне еще пришлось ее сбрить. Вы показываете на свою бороду, необычайно короткую для гнома. Чтоб тебя, тяжелый! Сидит сквозь зубы юноша, немножко опуская котел. Только попробуй испортить мой гуляш, мальчик. Повариха, огромная, с мускулистыми руками, в упор смотрит на юношу. Тот вздрагивает и пытается сделать как нужно. Тщательно осмотреть крепеж. О нет, все очень плохо. Вы рады видеть, как того бросает в пот. Ха-ха. Я тебе покажу, коротышка. Отремонтировать крепеж. Ах ты уродец. В какой-то момент вы начинаете надеяться, что ученик и в самом деле поднимет на вас руку. Но тут он наконец осознает, что происходит, и, покраснев, вылетает из кухни. Вы друг друга стоите. Так, мы заработали 50 опыта. Отлично. Посмотреть на еду. Гуляш кипит и булькает в котле. Вы вдыхаете невероятно вкусный аромат, и рот тут же наполняется слюной. Что она прекрасно управляется с огромной деревянной ложкой, и что у нее, похоже, есть глаза на затылке. Похоже, ребята, здесь все-таки не все баги поправили. Вот видите, сейчас явно мы не дочитали как бы фразу. Вот, то есть была сразу как вторая часть. Ну ладно. Посмотреть на колыбель. Я твой крестный отец, малышка. Я буду присматривать за тобой, как присматривал за твоей мамой. Маленькая Икана хватается за ваш мозолистый палец и широко улыбается. Так, ну давайте с Фралой поговорим. Ты знаешь, чего хочет лорд Ионан? Дева смотрит на вас с веселым удивлением. Она частенько обвиняла вас в том, что вы слишком все усложняете. Ну ладно. Посмотреть на бочки с пивом. Говорят, что пиво, которое доставляют сюда в чертоги, лучшее в Юдослане. Вам оно определенно нравится больше остальных сортов, но с другой стороны, не так уж много вы пива пробовали, чтобы сравнивать. Логично, логично. Что это за синенькое тут такое красивое, непонятно.
Взглянуть на карту. Иандар, Брандакай, Лиос Нудин, Аримайру, Сабариен и Тургурию. Элементы ландшафта на карте практически не обозначены, а вот линии магических полей выписаны со всей тщательностью. 5 линий расходятся из центра Лиос Нудина по всем землям потаенной страны. Магические линии, которые пронизывают всю потаенную страну. Это интересно. Вообще, для тех, кто читал книгу, не будет здесь, в принципе, наверное, каких-то тайн особых про устройство мира. Но я не буду спойлерить, пока мы не дойдем до этого в самой игре. Посмотреть на учеников. Из примерно 200 людей, избранных Лот Ионаном для обучения магии, вы можете вытерпеть не больше десятка. Магия со всей ее иллюзорностью и изменчивостью вас все-таки совершенно не привлекает. Ваше дело — кузница. Стянуть немного еды. Мы заработали немножко опыта за то, что стянули еды. Замечательно. Так, ну что ж, пора в чертоги Лот Ионана. Войти в кабинет Лот Ионана. Лот Ионан, Фрала передала, ты хочешь со мной поговорить? О, Тангдел, входи. В шкафу лежит сумка, возьми ее, пожалуйста. В ней артефакты, принадлежавшие Горану, моему бывшему ученику. Я бы хотел вернуть их ему. Горан живет в 300 миль отсюда. 300 миль? Это долгий путь. Кому доверишь такое поручение? Думаю, что тебе. Мне? Никто не справится с этим лучше, чем ты. Ты многое знаешь, ты почти достиг звания ученого. А о потаенной стране и ее населении ты знаешь побольше, чем иной из моих учеников. Пришло время тебе выйти в мир и увидеть его собственными глазами. Я только рад. Что в сумке? А что там в сумке? Волшебное устройство. Лучше не открывай ее, если не хочешь вляпаться в неприятности. Гномы не любят магию, и та отвечает им взаимностью. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с магией вплотную, случалась катастрофа. Может, в пути я встречу других гномов? Да, возможно. Но сильно на это не надейся. И будь осторожен в разговорах с незнакомцами. Не все там, снаружи, хорошо относятся к гномам. Например, гоблины, да? Я слышал, они похищают гномьих детей и продают их магам. Не самая лучшая сделка в моей жизни. С другой стороны, что мне оставалось? Они грозились выбросить тебя в ближайшую реку. Я скоро отправляюсь. Будь начеку. Присматривай за сумкой и не потеряй ее. Да пребудет с тобой Паландиэль и, конечно же, Вракас. Я уже отправляюсь. До встречи, Лот Ионан. Так, ну что ж, у нас получается... Что нам нужно сделать? Нам нужно... Поговори с наставником, задание выполнено. Рюкзак. Так, я думаю, что нам нужно запастись провизией. Точнее, нам, по-моему, скажет об том, что нужно запастись провизией, но лучше мы сейчас сразу поговорим об этом. Привет, Фрала. Мне нужна еда на 300... Так, Фрала, у меня для тебя подарок. Вы снимаете с себя защитный амулет, который смастерили из 3 гвоздей. Не самое искусное украшение, которое можно найти в потаенной стране, но...
Это не важно. Она расцветает от радости и берет амулет. Для меня? Но почему? Потому что ты для меня словно младшая сестренка, и я буду скучать по тебе. Могли бы ответить вы. Но вместо этого лишь пожимаете плечами и смущенно улыбаетесь. Мне нужна еда на 300 миль пути. Вы ухмыляетесь от уха до уха. Наконец-то вам выпал шанс увидеть мир. 300? Тангдил — это ведь полноценное путешествие. Подожди, у меня кое-что есть. Главное, смотри, чтобы повариха не заметила. Я собираюсь идти к черному ярму. Нужно отнести кое-что бывшему ученику волшебника. Вы пакуете ржаной хлеб, колбаски и ветчину. Еды должно хватить на первые несколько дней пути. Может, в дороге я встречу и других гномов? Фрала бросает на вас осторожный взгляд. Это весьма скользкая тема, но вы не смогли ее не затронуть. Здесь у нас не так уж много гномов. Насколько я знаю, ты в Идослане один. Я знаю, но не мог же я от скалы отпочковаться. Где-то в горах должен быть мой клан. Или даже семья. Да, возможно. Фрала не раз напоминала вам, что Лот Ионан писал письма гномьим кланам, пропадали ли из них дети, но никто не ответил утвердительно. Мне пора. Впереди долгий путь. Да благословят тебя Паландиэль и твой бог Вракос и защитят от напастей в дороге. Вот, возьми. Это талисман. Вспоминай обо мне, когда будешь смотреть на него. Фрала смотрит на вас с ехидцей. И не забудь привезти мне сувенир. Подарок на память от Фралы. Дарует удачу тому, кто его носит. Магические артефакты. Какие-то предметы, которые вам нужно отнести к Горину, бывшему ученику Лот Ионана. Ну что ж, вроде бы все. Поехали. Можно снова посмотреть на карту. Через несколько мгновений вы находите на карте черное ярмо. Гора расположена к юго-востоку от Паристы, на расстоянии чуть большим, чем полпути от города Нудина до чертогов Лот Ионана. Вы проводите пальцем по маршруту от чертогов к горе. На карте расстояние не выглядит слишком уж огромным, однако это будет самое длинное путешествие в вашей жизни. В голове вы уже прокручиваете всевозможные приключения, с которыми можете столкнуться в дороге. Затем вам приходит мысль об опасностях, а потом еще одна о том, что вы забыли взять оружие. Да, кстати, я забыл взять оружие. А есть ли у меня оружие? Вот вопрос. Наверное, в моей комнатке должно быть что-то. Нет? Посмотреть на кожаную одежду. Вот. Взять топор. Арх. Все, топорик у нас есть. Правда, почему-то в инвентаре он не отображается, но представим, что он у нас есть. День вашего приключения. Запас провизии, ежедневный расход. Лот Ионан, как я рад снова тебя видеть. С момента нашей последней встречи, наверное, век прошел. Нудин, добро пожаловать. Прошу, садись.
Спасибо, друг мой, но нет. У меня срочное дело, а времени и так не хватает. Ты должен немедленно прибыть в Лиос-Нудин. Мертвые земли пришли в движение. Ты уверен? И откуда ты знаешь? Я узнал об этом около 60 орбит тому назад, когда посещал приграничье. Магические барьеры ослабели, в них появились дыры. Альвы покинули свои земли. В потаенную страну вошли орды орков. Ты смог укрепить барьер своим волшебством? Нет, в одиночку мне не справиться. Для этого нужны силы всех 6. Остальные 4 уже в пути, и нам нужна твоя помощь. Я немедленно выезжаю в Паристу. Тебя не затруднит захватить заодно те вещи, что я тебе одалживал? Конечно же. Я уже положил их в сумку. Спасибо, мы будем тебя ждать. Очень красиво физика ткани сделана, если вы заметили, на этом втором маге ролике. Если атаковать врага, лежащего на земле, обычно удается убить его с одного удара. Вот это замечательно. Вы выходите на поверхность и через пару шагов зашмуриваетесь от слишком яркого солнца. За время, проведенное под землей, глаза отвыкли от дневного света, вынуждая вас искать спасение в тени большого дуба. Вот я. Так, вот сюда нам нужно попасть по квесту. Карта такая довольно большая. И, как видите, тут очень интересно построено. То есть, видимо, можно как-то... Ну, короче, сейчас будем смотреть. Похоже, можно передвигаться разными путями по карте. Так много пройти за первый же день дороги. Там что-то говорится по поводу того, что ноги болят. Вы разбиваете лагерь и укладываетесь спать на земле. Проснувшись, вы чувствуете, что ноги за ночь одеревенели и гудят. Стараясь не обращать на это внимания, вы закидываете рюкзак на плечо и отправляетесь в путь. Вы гном, а гномы не плачут. Так. Ну, пойдем сюда. Около полудня солнце жарит прямо над головами, и пот начинает заливать глаза. Вы замечаете движение рядом с дорогой в нескольких сотнях метров от себя. Вороны что-то клюют в высокой траве. Остановиться, внимательно смотреть все вокруг. Вы внимательно осматриваете траву, кусты и несколько деревцев, растущих по сторонам дороги. Дует легкий ветерок, пригибая траву, шелестя листвой на кустах и деревьях. Пение птиц лишь изредка прерывается взмахами их же крыльев. Кроме этого, вокруг не происходит ничего. Продолжать идти в надежде обнаружить что-то еще. Заметив на дороге кровь, вы пытаетесь убедить себя, что это просто охотник подстрелил тут животное, свою добычу. Впрочем, вы знаете, что это маловероятно, и последние надежды рассеиваются, когда недалеко от дороги вы замечаете 2 человеческих трупа, лежащих в примятой траве. Красиво. Очень красивое оформление. Смотреть тело. Перед вами лежит стройный мужчина, облаченный в дорогие одежды цветов Тургура Красивого, одного из 6 магов. Должно быть его ученик. Вы не видите ни одной раны на теле. Перевернуть тело. Именем Вракаса. На груди мужчины вы обнаруживаете несколько узких колотых ран. Они слишком большие для стрел, но слишком маленькие для ударов мечом. Ну, скорее всего, кинжал или что-то такое. Следовать заросли кустарника. Ничего. Искать следы.
Рядом с трупами не видно ни единого следа борьбы. Неужто убийство совершил их же спутник? Вряд ли бы незнакомец смог незаметно подкрасться к ним. Посмотреть на рюкзак. Рюкзак, похоже, принадлежал одному из мертвецов. Судя по всему, его обыскали и выбросили. Обыскать рюкзак. Рядом вы находите походную утварь, еду и карту. На ней отмечен путь из Паристы, столицы королевства Нудина, к чертогам Лот-Ионана. Получается, Торгур Красивый тоже в Паристе и пытался отправить послание Лот-Ионану, но почему же не с помощью магии? Может быть, потому что он не хотел. Типа... Ну, там действительно далеко не все переведено, не все идет в тексте. Вот. Но сейчас была фраза на тему того, что, возможно, он хотел секретности. Перед вами труп высокого, крепко сложенного человека. Он облачен в доспех из темной кожи, укрепленной железными набойками. Рядом с ним лежит меч. Пытался защититься от кого-то или чего-то, но на мече нет следов крови. Перевернуть тело. На нем вы видите точно такие же раны. Очевидно, обоих убили одним и тем же оружием, но каким именно, вы сказать не можете. Так, ну тут вроде бы все. Больше, по-моему, уже ничего не найти. Тоже переход типа дальше, продолжить путь. Вы еще раз осматриваете местность вокруг, затем спрашиваете себя, что сделать дальше. Похоронить тела и продолжить путешествие. Копать могилы в твердой земле, помогая себе лишь палкой, занятие длительное и выматывающее. Наконец вы заканчиваете, стаскиваете туда тела и прикрываете их камнями. Это должно хоть на какое-то время помешать воронам до них добраться. Вы продолжаете путь, стараясь оставить страшную находку как можно дальше за спиной. Направиться к ферме. Стоит лишь коньку крыши небольшого фермерского дома и амбару появиться за холмом, как воздух взрывается криками играющих детей. Вдоль дороги бежит и смеется девочка, за ней мальчик с огромной палкой в руке. Мальчик с упрямым выражением на лице пытается догнать сестру, но его короткие ноги явно не справляются с этой задачей на ухабистой дороге. Подойти к детям и дружески их поприветствовать. Вы идете к детям. Стоит вам поднять руку в приветственном жесте, как мальчишка вас замечает. Глаза его становятся как блюдца. Он тычет вас пальцем. Все, что он может произнести, короткое «Вон там». Теперь и девочка вас заметила. Не дав вам вымолвить и слова, она подхватывает брата на руки и с криками несется к ферме. Проследовать за детьми на ферму. Спокойным шагом вы следуете за детьми к дому фермера, в дверях которого они только что пропали. Через мгновение они возвращаются, на этот раз в сопровождении родителей. Отец их коренастый мужчина с седыми волосами. Меня зовут Апатия, а это моя жена Ремза. Светловолосая женщина еле заметно кивает вам, прижимая к себе дочь. Она смотрит на вас с явным беспокойством. Рад с вами познакомиться. Меня зовут Тангдел. Вы стараетесь придать голосу максимально безобидное звучание. Не проезжали ли тут двое всадников последние несколько дней? Опять Апатия смотрит на жену, но та лишь качает головой. А что? Я видел их трупы в дневном переходе отсюда. Я видел их. 2 трупа в канаве у дороги. В дневном переходе отсюда. Трупы? Женщина быстро закрывает сыну уши. Это были орки? Ремза, что бы оркам тут делать? Наверное, просто бандиты.
Ваша жена, похоже, напугана. Прошу прощения, если напугал вашу жену и детей. Человек пренебрежительно машет рукой. Нет, нет, она просто нервничает в последнее время. Орка видели у Комстеда. Не отмахивайся. Жена фермера еще сильнее прижимает к себе дочь, настолько сильно, что та начинает вырываться. Мальчик выскакивает вперед и рубит воздух палкой. Если придут чужаки, мама с папой сказали убегать, но я могу им врезать. Апатия со смехом ерошит волосы сына. Мы в безопасности. Какой смысл оркам забираться так далеко на север? Если поблизости есть орки, вам следует идти отсюда. Если поблизости есть орки, не было бы разумнее переехать в селение побольше. Эта ферма все, что у нас есть. Мы не можем бросить все и уехать. В конце концов, поля сами себя не засеют. А с орками разберется конница короля Тилагорна или Лот-Ионен. Но солдаты не могут быть везде одновременно. Даже нескольких орков хватит, чтобы... Хорошо, я построю убежище сразу, как только засею поле. А то какой смысл, если по осени нам нечего будет есть? Орки могут нагрянуть в любое время. Вы умрете с голоду без урожая. Вы умрете с голоду без урожая. Сначала засейте поле, затем постройте убежище. Ну, короче, тут вот... Сложно сказать. Ну ладно, давайте действительно второй вариант. Мы не можем наверняка сказать, придут ли сюда орки, но вот без урожая вы точно погибнете. Вот и я так думаю. Апатия кладет ладонь на плечо жены. Не волнуйтесь, я построю убежище сразу, как только разберусь с остальными делами. Но, поверь мне, если уж добрый господин гном так говорит, а кому знать про орков, как не гномам? Ремза медленно кивает и упирается взглядом в землю. Как скажешь. Вы прощаетесь с крестьянами и уходите. Дети какое-то время следуют за вами, затем со смехом кричат «До свидания!» и убегают обратно к ферме. Так. Давайте сохранимся. Я просто не уверен, насколько она стабильно работает, поэтому лучше сохраняться время от времени. В стороне от тропы, среди деревьев, вы замечаете мерцающий огонек. Скорее всего, это чей-то костер. Подойти к костру так, чтобы вас слышали, не напугав людей. Вы идете к костру, четко печатая шаг. Подойдя, видите, что вокруг него сидят трое широкоплечих мужчин. На костре жарятся два кролика. Люди перебрасываются шуточками, но вы понимаете их через слово. Вас они пока что не заметили. Подойти к людям и заговорить с ними. Приветствую, меня зовут... Люди вскакивают и хватаются за топоры. Кто здесь? Будь я проклят, это что, недоросток? Люди смотрят на вас с подозрением. Прошу простить за вторжение. С кем имею честь? Меня зовут Тунгдил, позвольте узнать, с кем имею честь. Ребята не очень дружелюбные. Недомерок, говорящий по-господски, иди-ка ты. Мы, дровосеки, народ простой. Говори на нашем языке, а еще лучше проваливай. Я просто хотел быть вежливым. Засунь свою вежливость куда поглубже, недомерок, и проваливай, говорят тебе. Дровосек крепче перехватывает топор и впивается в вас взглядом желтых глаз. У меня лишь один вопрос. Пшел вон, коротышка, или я непонятно выразился? Человек подходит на шаг ближе. Хорошо, коли мне тут не рады, я пойду. Вы равнодушно пожимаете плечами и отступаете на 3 шага назад, не сводя при этом глаз с дровосеков. Вот и славно. И даже не вздумай вернуться и ударить в спину или стащить у нас что-нибудь. Мы будем начеку. Коротышам тут делать нечего.
Я не вор и уж точно не убийца. Просто хотел узнать, что за огонь виднелся сквозь деревья. Вы стараетесь подпустить храбрости в голос, хотя сердце так и норовит уйти в пятки. Все коротышки-воры треклятые, это всем известно. Вы с трудом сохраняете спокойствие. И много гномов вы повидали? Достаточно, чтобы знать, что вы все воры. Полагаю, мы друг друга не недопоняли. Я не хочу с вами драться. На следующее утро вы с трудом уходите ото сна, полного злобных перекошенных лиц, топоров, кулаков и тяжелых сапог. Попытка встать с треском проваливается из-за боли, пронзающей все кости, мышцы и нервы в теле. Проходит немало времени, прежде чем вы умудряетесь сесть и обработать раны в свете раннего утра. Дровосеков и след простыл. Похоже, они оставили вас валяться в подлеске недалеко от костра после того, как хорошенько отделали. Вот такие вот дела, ребятки. Вы спускаетесь к берегу Ворды и видите Аксельдейл на той стороне, но моста нигде нет. Поверхность реки идет легкой рябью, сверкающей на солнце. По ней снуют рыбацкие лодки, забрасывающие сети. Рыбаки, похоже, вас не замечают. Полюбоваться пейзажем. Вы смотрите в темные, холодные воды реки. Течение здесь настолько сильное, что запросто снесет и бывалого пловца, а вас-то и начинающим назвать сложно. Когда-то в одной книге вы прочитали легенду, согласно которой Эльрия, богиня воды, не взлюбила детей кузницы и прокляла гномов. И теперь любой из них неминуемо бы утонул, окажись он в водах вне гномьих королевств. Собственно, именно по этой причине гномы до сих пор остерегаются выходить на открытую воду. Окликнуть ближайшего рыбака и попросить перевести на тот берег. Вы окликаете ближайшего рыбака. Тот бросает на вас короткий взгляд и отворачивается, продолжая заниматься своими делами. Похоже, вам придется найти другой способ переправиться на тот берег. Вы оставляете берег реки за спиной и продолжаете путь. Ну, Гудвотер, наверное, тогда, я так понимаю. Вы смотрите на большое поселение, расположившееся на берегу Ворды. Часть домов стоит в реке на сваях, через бурный поток перекинут деревянный мост. Для защиты от нападений жители возвели деревянный частокол. Осмотреть противоположный берег реки. Ваш взгляд бродит по другому берегу реки. Судя по прикидкам, вы прошли уже не меньше полупути до Черного Ярма, но горы до сих пор не видно за горизонтом, над горизонтом. Преследовать к воротам. Стражники на укреплениях наблюдают за вами. На них ладные доспехи, за которыми явно хорошо следят. Изготовивший их кузнец знал свое ремесло. Эти люди носят броню явно не для красоты. Им важно, чтобы она хорошо защищала. Короче, явно не крестьяне. Какие-то костры горят. Осмотреть пепелище. По периметру укреплений, приблизительно через каждые 50 шагов, горят небольшие костры. Их разводят на ночь, чтобы не дать оркам возможности подкрасться ближе, чем на дистанцию полета стрелы. Смотреть ворота. Двустворчатые ворота сбиты из хороших толстых досок. Крепкие, но все же не столь прочные, как остальная часть укреплений. Строители явно забыли о безопасности в угоду дешевизне. Не самая лучшая мысль при постройке защитных сооружений. Поговорить со стражниками.
Стражники, заметив вас, начинают перешептываться. Эй, привет! Что привело тебя в наш славный Гудвотер? И видел ли ты орков по дороге сюда, коротышка? Стражник, перегнувшись через стену, внимательно вас оглядывает. Спустите меня, прошу вас. Я не хочу ночевать под открытым небом. Гудвотер широко известен своим гостеприимством. Вы думаете, вы на ходу. Впустите меня, и я расскажу об этом всем, кого встречу на дороге. Сожалею, парень, ворота закрыты с ночи и до рассвета. Вот чего-чего, сожаления на лице странника нет в помине. Нет и в помине. Забавные у вас тут украшения на стене. Орочьи головы на пиках выглядят свежими. От этого вы чувствуете себя неуютно, причем по нескольким причинам. Это не отпугнет орков. Уж надеюсь, что не отпугнет. Чем больше у нас наберется орочьих голов, тем больше золота за них отвалят. Верно, парни? Да, так точно, именно. Мы убили немало орков и знаем, как они думают. Головы привлекут остальных, которые в свою очередь полягут у наших ворот. То ли наемники действительно много знают об орках, то ли попросту не понимают ситуации. Когда вы убили этих? Вчера. Сначала мы поймали несколько разведчиков, остальные попытались отбить их ближе к ночи. Посмотрим, кто появится сегодня. Ваши ворота смотрятся какими-то хлипкими. Я мог бы помочь вам их укрепить. Ваши ворота только кажутся надежными. Нормальные атаки орков они не выдержат. Стражник замечает, что люди вокруг начинают что-то бормотать и умолкает на мгновение. Если бы критиковать укрепление стал кто-то иной, его бы давно уже подняли на смех и прогнали. Ведь всем известно, что гномы лучшие в мире специалисты по фортификации. Ну надо же, в нашу деревушку вот прямо так взял и забрел гном, да еще и кузнец. Разумеется. Ну да, я кузнец, но я читал... Ну, да, я кузнец, но я читал об этом в книгах. Сказать по правде, о возведении укреплений я знаю только из книг. Но я умелый кузнец и уверен, что смогу укрепить эти ворота. Книжный червь, ха! И чем ты будешь укреплять? Картоном? Я более чем уверен, что... Вы замираете на полусловие. Издевательский взгляд наемника ясно говорит, что придется как-то выкручиваться. Вам нужно придумать что-то еще. Нельзя же оставить меня тут, когда вокруг орки. Вы что, хотите, чтобы меня орки убили? Впустите меня. Вы рады, что голос ваш звучит скорее обвиняющий, чем испуганно. По старой традиции, все свободные народы потаенной страны помогают друг другу, когда речь заходит о тварях Теона. Стражник задумывается, но затем качает головой. Отойди от нас на несколько миль и будешь в безопасности. Насколько это вообще сейчас возможно. Я тут одному жителю 20 золотых должен. Проваливай, недомерок. Ворота закрыты до утра. Но... Ладно. Что ж, ребят, я думаю, что на этом мы сейчас с вами серию закончим, потому что что-то мне подсказывает, что орки могут напасть прямо сейчас. Вот. Ну, это, по крайней мере, было бы логичным. Вот, поэтому... Мы продолжим с вами уже в следующей серии. Ну а на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до следующей встречи.